Представьте, маленький белый медвежонок отчаянно борется в снегу среди бескрайней ледяной пустыни Арктики. Его лапы запутались, силы тают с каждой секундой, а вокруг только бесконечный холод. Мать находится рядом, но и она попала в ловушку. А где-то неподалеку уже возвращаются браконьеры. Тишину Арктики разорвал пронзительный крик. И мир, патрулировавший ледяные просторы, сначала решил, что ему послышалось. Но звук повторился, слабый и отчаянный, словно мольба о помощи. Он направился на звук и вскоре увидел источник крика. На небольшом участке снега беспомощно барахтался медвежонок. Его лапы скользили по льду, а тело дрожало от холода. С каждой попыткой подняться он становился все слабее. И мир сразу понял, здесь что-то не так. Он внимательно огляделся вокруг, и сердце тревожно сжалось. Неподалеку огромная белая медведица отчаянно пыталась вырваться из браконьерской сети, закрепленной на льду. Металлические петли глубоко впились в ее лапу. Она старалась освободиться, чтобы добраться до своего детеныша, но ловушка держала ее слишком крепко. Медведица рычала, тянула сеть и снова падала в снег. А медвежонок продолжал звать мать. И мир понял, если он не вмешается прямо сейчас, они оба погибнут. Он снял обувь, закатал рукава и осторожно шагнул в ледяную воду у края льда. Холод обжигал кожу, дыхание сбивалось, но он продолжал двигаться вперед. Медвежонок метался в панике, пока Эмир медленно не протянул руку и тихо не произнес: «Все будет хорошо, я помогу тебе». Словно почувствовав его намерение, малыш постепенно успокоился. Эмир осторожно поднял дрожащее тельце и прижал его к груди, стараясь согреть. Затем он подошел к медведице. Она продолжала рычать, но уже не пыталась нападать, будто понимала, что человек хочет помочь. Эмир начал распутывать сеть. Металл намертво вмерз в лед, а пальцы быстро немели от холода. Наконец сеть ослабла. Медведица оказалась на свободе. Но именно в этот момент Эмир услышал новый звук — приглушенный рев двигателя и шаги по снегу. Браконьеры возвращались. Он быстро спрятал медвежонка в глубоком сугробе и укрыл его ветками кустарника. Затем сам укрылся неподалеку. Через минуту появились двое мужчин с ружьями. Они смеялись и уверенно направлялись к ловушке, не сомневаясь, что добыча никуда не денется. Эмир понял, если они заметят медведей, все закончится трагедией. Он поднял тяжелый кусок льда и бросил его далеко в сторону. Глухой удар эхом прокатился по снежной равнине. «Что это было?» — насторожился один из браконьеров. Оба мужчины повернулись на звук. Эмир воспользовался этим моментом, быстро схватил тяжелый металлический крюк из их снаряжения и вышел из укрытия. Он встал между браконьерами и медведями. «Уходите, немедленно!» Мужчины рассмеялись. «Думаешь, ты способен нас напугать?» Но Эмир стоял неподвижно. «Осмотритесь вокруг», — спокойно сказал он. «Вы уверены, что я здесь один? Сотрудники экологической службы уже знают о ваших ловушках». Браконьеры переглянулись. Их уверенность заметно ослабла. После напряженной паузы один из них медленно опустил ружье. Через несколько секунд мужчины отступили и исчезли в снежной дымке. Эмир глубоко выдохнул. Медведица осторожно подошла к своему детенышу. Она мягко коснулась его носом и издала тихий, урчащий звук. Это было долгожданное воссоединение. Эмир смотрел, как они уходят в бескрайние ледяные просторы, и чувствовал, что поступил правильно. Но на этом история не закончилась. Через несколько месяцев Эмир снова патрулировал эти места. Однажды утром он заметил на снегу свежие человеческие следы. Он пошел по ним и вскоре увидел небольшой лагерь. Это были те самые браконьеры. Эмир попытался незаметно уйти, но снег предательски хрустнул под ногами. Мужчины заметили его, догнали и связали. «Ты доставил нам слишком много проблем», — сказал один из них. «Пора поставить в этом точку». Они потащили его дальше по льду, туда, где никто не смог бы прийти на помощь. И вдруг впереди из снежной пустоты появилась огромная белая фигура. Это была медведица. Она узнала запах человека, который когда-то спас ее и ее детеныша. Браконьеры замерли от ужаса. Пока они отвлеклись, Эмир сумел освободиться. Медведица бросилась вперед, и мужчины, охваченные паникой, бросились бежать. Когда все стихло, она подошла к Эмиру и осторожно перегрызла веревки на его руках. Он посмотрел на нее и тихо произнес: «Спасибо». Некоторое время медведица молча смотрела на него, а затем медленно развернулась и ушла обратно в бескрайние снежные просторы Арктики.